Здравствуйте, дорогие мои снобы! Я рад вас приветствовать на моем канале Петербург для снобов, где мы посещаем петербургские театры и смотрим постановки, драмы, комедии, какие-то спектакли. И я вам о них рассказываю. И сегодня мы идем в Большой драматический театр имени Товстоногова на постановку «Преступление и наказание» по мотивам романа Достоевского. В чем уникальность этой постановки? В том, что режиссером является японец Миура Мотоэ, если я не ошибаюсь. И мы, собственно, посмотрим, как японцы могут интерпретировать русскую классику и какие постановки могут из нее делать. Хочу несколько слов сказать о самом романе «Преступление и наказание». Свои мысли на этот счет. Конечно, существует множество интерпретаций и множество версий о том, какой смысл есть в данном романе. Я думаю, что эти версии даже противоречат друг другу. Поэтому выскажу просто то, что я лично думаю на этот счет. Когда я читал «Преступление и наказание» еще в школе первый раз, моей главной мыслью было вот что. Раскольников решил совершить некое деяние, которое, как ему казалось, он сможет психологически вывести. Но не по сеньке оказалась шапка, и убийство, которое он совершил, он не смог психологически переварить. Собственно, из-за этого у него начались терзания, и все закончилось именно так, как закончилось. То есть он совершил действие, которое оказалось ему не по силам. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Но когда совсем недавно я прочитал ее очередной раз, у меня возникла другая версия, которая, впрочем, не противоречит моему первому впечатлению. А именно, Раскольников по натуре своей был вершителем судеб, и, собственно, его жизнь должна была пройти в идеале таким образом, чтобы он оказал влияние на многих людей. Но в силу каких-то причин, либо было мало возможностей, либо он сам не смог их реализовать. И, собственно, он не только не стал вершителем чужих судеб, но он даже не смог управлять своей собственной судьбой. А если ты не можешь управлять своей собственной судьбой, то ты по определению не можешь управлять, или вернее не можешь стать вершителем чужих судеб. Ты можешь стать рушителем чужих судеб, что, собственно, и произошло. Таким образом, его нереализованный потенциал вылился в то, что он решил доказать всем и самому себе настоящий триумф воли, но это оказался не триумф, а профанация и фиаско. Для того, чтобы стать Наполеоном, необходима систематическая работа. Необходимо двигаться туда постепенно. А Раскольников же решил недостаток систематичности и какой-то целенаправленной и планомерной работы заместить одним большим действием и прыгнуть сразу через несколько ступеней. Естественно, это ему не удалось, да и не могло удастся, поскольку если человек по натуре своей не способен к каким-то радикальным действиям, то есть не доказал это своей жизнью, то даже совершив какое-то действие, это действие будет не созидательное, а разрушительное. Мы говорили уже в позапрошлый раз, когда ходили на «Три сестры Чехова», что нереализованный потенциал и предание своей мечты, как правило, не заканчивается хорошо. И «Преступление и наказание» в том числе говорит и об этом, и ярко показывает, что может быть, когда вы отклоняетесь от своего собственного предназначения, каких-то идеалов и пытаетесь восполнить пробелы в своей жизни и усладить свою душу всякими суррогатами. Поэтому Раскольникову
Вместо того, чтобы отдавать бедным и нищим свои последние гроши, стоило либо изобрести какое-то социальное или техническое новшество, при котором таких людей либо не было бы вообще, либо их было бы гораздо меньше. Или в крайнем случае ему стоило стать достаточно богатым для того, чтобы помогать нищим не спорадически, от случая к случаю, а на постоянной основе. Впрочем, лично я совсем не поддерживаю такой способ борьбы с нищетой, поскольку она скорее только поощряет нищенство. Об этом сам Достоевский тоже писал в одном из других своих романов. Кстати, друзья, мы находимся на улице Зодчего Росси. Вот она идет туда, и еще сзади. Это самая правильная улица в мире, потому что ее ширина и высота равняется 22 метрам. А длина этой улицы равняется 220 метрам. Это значит, что отношение ширины улицы к ее длине 1 к 10. То есть это геометрически наиболее правильная улица. И она прекрасна тем, что здесь желтые здания, в которых Вагановское балетное училище, и белые колонны. И сейчас мы уже отправимся в Большой драматический театр и посмотрим, что же японский режиссер и актеры смогут нам рассказать о романе «Преступление и наказание», какая у них интерпретация. И я надеюсь, что мы насладимся постановкой и драматургией по мотивам этого замечательного произведения. Друзья, мы уже внутри театра. Посмотрите, какая тут красота, какие потолки, какие рисунки. Прям как в музее каком-то. Все очень красивое. Молодые работницы театра, вежливые, обходительные. Прекрасное место. Посмотрите, какая красота, да? Видите, как красиво все здесь? Статуя женщины. Держит плафончики. Только почему-то спит на посту. Люди. Люди. Друзья, мы уже в зале. Здесь олдскульный настоящий театр, большой. Мы на 3-м ярусе. Вон там сцена. Тоже все красота, красивые потолки. Но почему-то здесь не пописаны ни ряды, ни даже места. Нет абсолютно номерков, и надо у специально обученной тетеньки узнавать, где места, и она не все места знает. Это очень удивительно, и я не понимаю, зачем так сделали. Вот, но очень красиво, я надеюсь, что постановка будет не хуже, чем сам театр. Уже прозвонил 2-й звонок, так что давайте отправимся на наши места и посмотрим, что нам приготовили артисты и режиссеры. Друзья, закончился 1-й акт, сейчас антракт, но мы не будем оставаться на 2-й акт, и я вам сейчас объясню, почему. На выход. Друзья, я вот что хочу сказать. Я очень люблю Японию. Я люблю японские машины, японскую технику. Я люблю японскую архитектуру, в том числе современную. Я даже люблю японское кино некоторых японских режиссеров, например, Куросава Акира или Китано Такеси. Но то, что нам сейчас здесь показали, это была полная хрень. Это самое меньшее, что я могу сказать. Собственно, что нам там показали? Из-за романа «Преступление и наказание» сделали какой-то постмодернистский балаган, где сценарий состоял из того, что были нарезки из романа, какие-то либо цитаты, либо мысли персонажей, которые они декламировали без всякой системы, и каждые 2 секунды они орали «А». Всех вас свидетелей! А! Принять уже на себя! Не А! И, собственно, из этого состояла вся постановка. Мы решили не оставаться там долее, поскольку ничего нового нам не предложили. Если бы хотя бы
при данном подходе был бы сохранен дух произведения, то, на мой взгляд, это могло бы быть интересно. Но здесь совершенно извратили сам дух романа и превратили это все в какой-то хаотичный и бессмысленный балаган. Так же, как мы, поступило немало людей. Не могу сказать, что половина публики, но значительная часть. Я думаю, что правильно сделали. И совершенно не могу вам рекомендовать постановку этого режиссера в театре БДТ. Возможно, я что-то не понимаю, возможно, там есть какой-то смысл, но я совершенно не понял, что Миура Мутоэ хотел сказать данной постановкой. По-моему, это полная ерунда, и сюда можно и не ходить. Да, это действительно ужасно. Тем не менее, друзья, несмотря на то, что походы на спектакли — это всегда рулетка, особенно спектакли экспериментальные, ходите в театры, в том числе и в Большой драматический театр. Из постоянного репертуара здесь есть хорошие постановки. В будущем, я думаю, что мы про них расскажем. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до скорых встреч и до новых спектаклей.